Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Пока я буду рассказывать, что у них произошло в этом влоге. Кстати говоря, влог был кулинарным в большинстве своем. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых обзоров. Начинается влог с того, что мы видим, что Тимофей испек маффины. Маффины получились удачными. Таня счастлива, показывает, какие эти маффины внутри. Разламывает маффин над столом, крошки летят на стол, на пол, куда угодно. Таня счастлива. У Тимофея получились отличные маффины. Я так думаю, что если бы Таня пекла эти самые маффины, они бы у нее не получились. Все мы прекрасно помним ее пасхальные куличи. Да? Вот это вот недоразумение, которое было вместо пасхальных куличей у Тани. Кстати говоря, в этих маффинах Тане не хватило сахара. Ну вот, видите, Таня говорит иногда, что она сладкое не любит вообще, то вдруг ей сахара не хватает в какой-то выпечке. То Таня говорит, что она танцевать не любит в принципе, разве что медленные танцы, и то крайне редко. То она так отплясывает, что прям вот диву даешься, куда делись все ее 17 болезней. В общем, Таня у нас такая вся противоречивая, загадочная такая вся. А вот если бы Таня еще и внезапной стала, она была бы точненько героиня фильма «Покровские ворота». Вся такая внезапная, противоречивая такая вся. Но видите, тут Таня у нас только противоречивая и загадочная. Нам Таню никогда не понять. И это к лучшему, я считаю. А как считаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы видим, что Максимка сидит за столом и ест маффин. Таня говорит: как так, Максимка, ты же сначала должен был супчик поесть, а потом маффин есть. У меня встречный вопрос. Как так, Таня, ты допустила то, что Максим сам решает, что ему есть и когда ему есть? Почему ты не сидела рядом, не наблюдала за тем, как Максим ест? Это раз. Во-вторых, насколько я понимаю, Максим даже не пьет толком, без поильника, из бутылочки, да? С большим трудом он пьет из стакана. Помним мы прекрасно, как вы пытались Максимку пару влогов назад напоить компотом. А тут, смотри-ка, супчик. А в супчике лапша какая-то. В общем, да, нелегко будет Максиму все это съесть без посторонней помощи. При помощи ложки какой-нибудь, да? А тут Таня так спокойно, получается, налила ему этот супчик и ушла. А тут Тимофей дал маффин. Понятное дело, что маффин грызть удобнее Максиму, чем есть этот самый суп при помощи ложки. И вообще, понятное дело, что маффины вкуснее, да. Дети любят сладкое. И Таня, конечно, удивительная мама. Просто удивительная мама. Я не понимаю, как можно быть такой безответственной мамой, чтобы не прийти, не покормить ребенка, не начать его учить, есть уже более-менее самостоятельно. Как так можно? Зато можно отругать ребенка. Что ж ты ешь не то, что надо? А потому что ты не проследила, ты не научила. В этом виновата только Таня. Максим тут вообще ни при чем. И уж Тимофей тем более. Саша тут же за столом пытается деревянной лопаточкой на противне как-то придать форму какому-то пласту теста. По-другому это никак не назвать. Деревянной лопаточкой. Он тянет этот пласт теста во все стороны. Таня наблюдает за этим. Таня все это снимает. Вообще я не понимаю, почему Таня не научила ребенка обращаться с тестом. Раз ему так сильно нравится. Ну помоги ты ему, расскажи, как раскатать так, чтобы не приходилось потом уже на противне придавать форму. И для чего нужна деревянная лопаточка? Явно не для этих целей, для которых использовал эту лопатку Саша. Но, видите, правильно написали мне в чате, в телеграм-чате, посвященному семье Бровченко. Кстати говоря, ссылочка в описании, кому интересно, заглядывайте. Что для того, чтобы подсказать ребенку, надо самой уметь все это делать и знать, для чего нужна деревянная лопаточка. И как ею правильно пользоваться. И как раскатывать тесто. И как придавать форму тесту. Ну и так далее, да. И в какой момент можно перекладывать это тесто уже на противень. Но, видимо, Таня этого сама не знает. Саша посыпает щедро этот пласт теста сахаром. Где-то сахар, естественно, попадает за пределы этого пласта теста. Я так понимаю, гореть будет. Какие-то пласты теста у него не раскатаны до той толщины, до которой раскатан этот один-единственный пласт теста. В общем, да, я так понимаю, что-то будет гореть, что-то будет сырым у него на этом противне.
Но, опять же, Таня ни слова не сказала Саше. То есть дети там учатся сами путем проб и ошибок. А Таня что? Таня все снимает. Таня пилит контент, ни больше, ни меньше. Тут же на столе какой-то конструктор, как сказала Таня, липучий. Думаю, что же за конструктор такой липучий? А потом смотрю, он же на магнитах, он магнитный конструктор. Таня говорит, самый любимый детьми конструктор. Вот этот самый на магнитах, ну или липучий, по мнению Тани. И какой-то мяч черный, какой-то грязный он или, ну я не знаю, странного цвета. Вообще, в принципе, как может быть мяч на столе, на том столе, за которым едят, да, на кухне. Как может быть там конструктор, еще более-менее можно объяснить. Но опять же, не в тот момент, когда там с одной стороны тесто, с другой стороны уже готовая выпечка, тут же ребенок сидит, ест маленький. И тут вот этот вот конструктор, такая вот огромная какая-то пирамида. Ну, не знаю вообще, как Таня на это все смотрит, но, судя по всему, очень даже спокойно она все это смотрит. Таню все устраивает. Дети босиком ходят, что Саша босиком, даже без носочков. Помнится, мне Таня покупала носочки детям, но, видимо, не всем. И вот Саша и Боря-младший, они без носочков, они ходят по полу. Напомню, за окном далеко не лето, поэтому, да. Потом Таня будет удивляться, как так, дети чихают, дети кашляют, дети простужены. Ну, все просто. Они ходят у тебя даже без носочков по полу. Могу себе представить, какие чистые полы там, это раз. Ну, а во-вторых, как им не холодно, я не знаю. Зима на улице. Или Таня нам скажет, наверное, у них саморегуляция. Да-да, они на саморегуляции. Может быть, и так Таня нам может сказать, да, почему бы и нет. Горохова, она очень так прям говорила, да, вы посмотрите. На саморегуляции дети полураздетые, они на улице, снег, мороз, холод. Не-не. Зачем им нужны шубки какие-то, да, курточки? Не-не. На саморегуляции. Холодно, зайдут сами, мол, да. А то, что дети полураздетые во дворе были, ну, это их проблема. В общем, та самая история и здесь, я так понимаю. Проблема детей в том, что они заболеют. Значит, плохо саморегулировались. Вот так. Ужас какой-то. Таня не мама, а даже не знаю кто. Порой бывает мачеха относится к своим падчерицам и пасынкам намного лучше, чем Таня к своим родным детям. Я так думаю, что дети принялись кулинарить. Почему? Потому как они хотят есть. Вот и все. Вот это единственная причина, по которой вдруг резко и Тимофей, и Саша стали что-то выпекать. Ну, другого объяснения я найти не могу. Дети просто голодные, вот и все. А Таня считает, что просто дети хотят что-то новое попробовать, да? И вот эту вот малину, которую она покупала вместе с Борей на днях, то ли в Маяке, то ли где они там ее покупали, тоже использовал Саша в качестве начинки для своей какой-то там выпечки. И Таня просто счастлива. Курага, говорит, в качестве начинки. И вот эта малина, в общем, да. Таня, конечно, говорит, что это все здорово и хорошо, вроде с улыбкой на лице это говорит. Но я так думаю, что в мыслях у нее такое, для чего так много туда положили. Они же это все не съедят, только переводят малину, только переводят курагу. Ну, как-то так. По крайней мере, я думаю именно так. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и, кстати говоря, очень удивительно, что все-таки курага и малина дошли до детей. Почему-то мне думалось, что Таня и Боря старшие съедят сами это все. А тут, видите, какая-то часть все-таки дошла до детей. И это здорово. Зная Бровченко, можно было бы смело предположить, что дети и не узнали бы о том, что Таня и Боря старший купили бы эту замороженную малину и сухофрукты. Ну а дальше мы видим, что Таня сидит в булочке. Снова у нее, видимо, много дел, много встреч. И вот Таня сидит в булочке и вещает, говорит, представляете, не будут дети ходить на кружок физической культуры. А почему? А потому как Таня вместо того, чтобы созвониться с учреждением дополнительного образования в городе Новосибирск, Таня лихо дозвонилась почему-то в Москву. Но неужели Таня не видела, какой номер она набирает? А неужели не знает, что такое префикс, код города? Ну, как хотите это дело называйте.
Очень странно как-то, да. Ну, допустим, она не знает код города Новосибирска или код города Москвы. Но она прекрасно видит, что она набирает какой-то номер, используя какой-либо код междугородний. Ну, потрудись ты, залезь в интернет, у тебя вон интернет целыми днями дома. У вас сейчас он скоростной, вы тут совсем недавно узнали про скоростной интернет, вы радовались, что наконец-то. И что вам помешало узнать, что это за префикс? Какой код города вы набираете? Вообще Таня действительно, ну, решила выставиться дурочкой. Ну а что, с дурака спроса нет, да? И вот она смеется, ей весело, да, говорит, оказалось, что она звонила в Москву и устроила по телефону детей на этот кружок, конечно, в московскую какую-то организацию дополнительного образования. Вообще, представляете, это маразм, всю глубину этого маразма. Я вообще даже представить в страшном сне такое не могла. А Таня что? Таня вон это делает. Для нее это нормально, все в порядке вещей. Но опять же, Новосибирск – большой город. Я не верю в то, что нигде нет этого самого кружка физической культуры. Ну, просто не может быть подобного. Только в Москве такие кружки как будто бы есть. Просто Тане лень. Тане лень поднять свою мадам Сижу и пойти сделать что-то во благо своих детей. Поэтому, да, легче сказать, вот, ой, вы знаете, не получилось, ну, так уже как есть, так, мол, и будет, да. То есть Таня не будет заморачиваться, абсолютно. Поэтому очень мало надежды на то, что в том селе, вот где они дом, так сказать, посадили, они будут водить детей в школу на кружки. Вы мне писали в этом телеграм-чате, что квартира, точнее дом у них получается где-то до железнодорожного переезда, а школа уже за этим железнодорожным переездом. Ну и Таня, понятное дело, не будет утруждаться и водить детей за этот железнодорожный переезд только для того, чтобы дети как-то развивались. Не царское это дело поднимать мадам Сижу и куда-то идти и развивать детей. Зачем это надо? Приносят дети пособия и так, ну и слава богу. А опека, возможно, до них там в этом селе и не доберется. Возможно, именно на это и был расчет, когда стал вопрос о выборе места дальнейшего проживания и покупки земли. Возможно, и так тоже его знает. Это Бровченко. Они, может быть, решили подальше от опеки спрятаться. Ну, а Боря поддакивает, Таня говорит, да, Таня, вот ты знаешь, везде одинаковые эти организации дополнительного образования. Везде одинаковые секции. Ну, прямо как в том фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Мол, везде дома одинаковые, подъезды одинаковые. Ну, и начал пересказывать сюжет фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». И Таня даже не поняла, что Боря говорит абсолютно про другой фильм. Та ему поддакивает, да, ну, значит, Таня и Боря одного поля ягоды. Они нашли друг друга. Ну, а дальше мы видим, что Боря и Таня уже дома. И Боря был в магазине, купил килограммовый пакетик изюма, килограммовый пакетик кураги. Но думаю, опять, насколько это хватит? У вас столько детей, что этого одного пакетика и другого пакетика, ну хорошо, на 2, ну пусть на 3 дня хватит в лучшем случае. Но нет, я так понимаю, это запасы на месяц, не меньше. Мешочек риса взял 25-килограммовый, думаю, ну это правильно, молодец. Теперь главное сделать так, чтобы в этом рисе не завелся жучок. Но Таня говорит, в какие-то стеклянные емкости они пересыпят рис. И, мол, так ничего там не заведется. Ну, будем на это надеяться. Но опять же, Таня не говорит о том, что она будет теперь почаще детям какие-то кашки рисовые варить, или супчики рисовые, ну или что-нибудь другое на основе риса. Нет, Таня об этом не говорит. Таня говорит о том, как лучше это все дело сохранить, чтобы там ничего не завелось. 2 мешка муки Боря еще взял. И, я так понимаю, теперь Боря будет печь хлеб. Полосатика взяли 2 упаковки. Думаю, ну это главное. Куда бы без полосатика. Теперь бы пиво к этому полосатику. Ну, наверное, взяли, но нам не показали. И пошел Боря вместе с Максимкой получать термопод. Термопод, как-то вот они, Боря говорит, хитро получали в 2 раза уже. Какая-то есть схема быстрого обмена, что ли. Быстрый сервис какой-то. В общем, у них пару раз этот термопод выходил из строя, они его просто меняли на другой. Говорит, очень здорово, без доплаты какой-то. Ну, наверное, гарантийный какой-то там был обмен.
Ну и сейчас вот снова решили повернуть этот момент, но не получилось. Почему? Потому как им смс-ка не пришла, а оповещение пришло. Но не смс, какое-то другое. И вот отправился Боря туда, оказалось, что он дождаться был еще и смс. Ну, а потом пошел сам, забрал этот термопод. Говорит, все равно получилось у нас. Ну да, правильно, Бровченко. Не может быть в вашем случае такого, чтобы у вас не получилось как-то вот выбить для себя побольше плюшек от государства или от какой-нибудь частной компании. И вот вам не трудно ездить туда-обратно, вы не думаете о том, что вы тратите бензина больше, чем стоит этот самый термопод. Ну, в общем, вы экономически как-то вообще не думаете. Абсолютно. Хотя, в принципе, прошли курсы финансовой грамотности. По-моему, оба проходили. Но почему-то эти курсы, в принципе, как и любые другие курсы, которые вы проходили, вам ничего не принесли. Вообще никакой пользы практически. Посуду люминарк купили. Таня счастлива. И Таня настолько счастлива, что она ее целует. Представляете? Думаю, во, сюда еще надо рюкзачок. Помните, Таня и рюкзак тоже целовала. И шлепанцы. Для полноты картины. Чтобы, если уж целовать, так целовать. Все целовать, что видит. Но нет, видите, в этот раз повезло только посуде люминарк. Приехали Таня и Боря в Маяк за рыбой. Я так понимаю, они там снова были после обеда. Понятное дело, никакой рыбы уже не было из того, что вот они хотят. Почему? Потому как надо приезжать до обеда. Вам русским языком сказали. Но видите, не слушают Бровченко никого, делают так, как они хотят. Ну, а вот вам и результат. Какую-то игру зато Таня нашла, мармеладские игры какие-то, да? И говорит, что будет играть в эту игру вместе с детьми. И Боря тоже изъявил желание поиграть. Ну, вот такие вот незатейливые развлечения у семьи Бровченко. Кстати говоря, термопод Боря все-таки получил. Да, дождался он, пока ему смс-ка придет, и поехал уже сам забрал. Без Максимки. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога канала «Семья Бровченко». Если он вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!